Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. Сейчас середина осени, и я хочу рассказать о том, как я ухаживаю за растениями в это время года. Гигиенические процедуры – это очистка листьев любым способом. Очень многие растения хорошо реагируют на купание в душе. Если нет такой возможности или растениям купание не рекомендовано, просто протираю листья влажной салфеткой. Не бойтесь перелить растения во время купания, это даже бывает полезно. Посмотрите, у меня есть прозрачный горшок, через который хорошо видно, как протекает вода. Если земля подсохла, вода может стекать по краю горшка с одной стороны, начинает капать снизу. Льем еще немного, снова капает, и мы думаем, что этого достаточно. Но как видите, это не так. А при купании в душе, так или иначе, ком земли промокнет полностью, земля пропитается, растение напьется вдоволь. И животные тоже. Если не купаете в душе, то можно погрузить растения на 10-15 минут в емкость с водой. Подобные водные процедуры я провожу с середины весны до середины осени. Сейчас это последнее в этом сезоне. Когда листья очищены и немного подсохли, я обрабатываю их табачным мылом для профилактики появления вредителей. Делаю я это один раз в 2 месяца. Далее обрезаю сухие кончики. Срезаю торчащие из нижних отверстий корни. Обрезаю желтые листья и засохшие веточки. Если таких листиков 1 или 2, а на растении появляется новая здоровая листва, то повода для беспокойства нет. Это нормальный процесс, листья не вечные. Диффенбахи осталось у меня после обрезки. Думала выбросить пенек, а она выросла, вот такая красавица, а рядом вторая. Горшок остался старый. Я ее не пересаживала и до весны трогать не хочу, поэтому поставлю ее в плетеное кашпо. Так стало намного уютнее в комнате. Также осенью многим растениям необходима обрезка побегов, как, например, этой бегонии. Я обрезала верхушку 10 дней назад, и уже начали развиваться боковые побеги. Без обрезки она просто будет вытягиваться вверх, а потом падать под своей тяжестью. Пересадка. Обычно осенью я пересаживаю растения только по необходимости. Это лимонное дерево я приобрела месяц назад. При покупке мне рекомендовали пересадить его в октябре. Я почитала литературу. Действительно, молодые лимоны пересаживают 2-3 раза в год, а горшок для полноценного развития должен быть не менее 14 см в диаметре. Поэтому последую рекомендациям и пересажу его. Эту малышку Колотею я купила неделю назад. У нее коричневые края листьев. Скорее всего, был неправильный полив. Посмотрим корни. Корни в полном порядке, земли в горшке достаточно, и она очень хорошая. Верну ее обратно в горшок, пересадку отложу до весны. Нужно просто отрегулировать полив и влажность.
А это гордыня. Я снимала ее в одном из своих видео. У нее был хлороз, я ее пересадила, поливала удобрениями, несла отдельно железо и подкисляла почву. Листья начали расти темно-зелеными, как надо, и летом она даже цвела, хотя и совсем чуть-чуть. А сейчас опять листья начали светлеть, появились коричневые пятна, и один ствол полностью засох. Это повод для того, чтобы растение вытащить из горшка и осмотреть. Снизу дренаж, по бокам мох-сфагнум, пока все в порядке. А это что? Все понятно. Это дренаж с первой пересадки. Я не заметила его, когда пересаживала ее весной. Остановлюсь поподробнее. Сначала мы садим в землю молодое растение. Оно наращивает корни, которые полностью окутывают дренажный слой. Затем мы берем горшок побольше, снова насыпаем дренаж и методом перевалки пересаживаем растение, подсыпав по бокам новой земли. Но со временем растение по непонятным причинам начинает болеть, а все потому, что половина горшка, а иногда и больше, заполнена не питательным грунтом, а дренажным материалом. При недостаточном количестве грунта растение не получает необходимого количества питательных веществ и начинает болеть. Это и произошло с моей гордыней. Сейчас я исправлю свою ошибку. Теперь удалю засохшее растение. Остальные корни белые, это радует. Насыпаю свежий грунт и усаживаю гордыню. Ей нужно дать 2 недели на адаптацию, а потом можно также подрезать вытянувшиеся веточки. Я продолжаю вносить удобрения растениям, которые цветут. И растениям, у которых растут новые листья. И самое приятное – расстановка чистых и приведенных в порядок растений по местам. В моем доме сейчас жарко, поэтому я использую увлажнитель воздуха, чтобы повысить влажность. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!